На тот момент жизни мне просто хотелось быть счастливой. Хотя, не буду скрывать, посещали такие мысли. У тебя все уже есть, перестань надеяться. Может быть, в твоей жизни и не нужны никакие уже новые отношения. Просто живи для себя, для ребенка. И всем привет! Друзья, рада вас снова видеть на моем канале «Тихой жизни мигрантки». Спасибо всем, кто после долгой паузы заглянул на мой канал и сейчас смотрит это видео. Я родилась и выросла в маленькой деревне Пензенской области. До 20 лет прожила там, затем переехала в Москву без четкого понимания, что меня, собственно говоря, ждет в этом городе. Это был непростой путь. Было много моментов, было много испытаний. Конечно же, приходилось просто выживать. Потом в моей жизни появился мужчина, которого я очень сильно полюбила. Мы прожили с ним 7 счастливых лет, и его внезапная смерть, она полностью выбила у меня почву из-под ног. В мою жизнь снова пришло одиночество, был потерян смысл жизни, и в то время было очень морально тяжело все это пережить, принять. Но жизнь не стоит на месте, она продолжается, несмотря даже на такие печальные события в нашей жизни, которые иногда происходят. В моей жизни началась новая глава, новый этап. В моей жизни появилась дочь. Были непростые отношения с ее отцом, было затем расставание. Я осталась одна с ребенком, без средств к существованию. И нужно было решать, как мы в дальнейшем с ней будем строить нашу жизнь. Это был очередной очень сложный период в моей жизни. Были очень длинные поиски работы, но шаг за шагом я стала выбираться. Нашла работу и начала обеспечивать себя и своего ребенка. И потом, когда я немного стала на ноги и финансово стала независимой от кого-либо, я смогла осуществить свою очень большую мечту сделать ремонт в своей квартире. И этот ремонт стал своего рода для меня символом, что я смогла и я справилась с этим. После этого важного события в моей жизни в мою жизнь пришел новый человек, новый мужчина, который спустя определенное количество лет стал моим вторым мужем. На тот момент в жизни мне просто хотелось быть счастливой. Хотя, не буду скрывать, посещали такие мысли. У тебя все уже есть, перестань надеяться. Может быть, в твоей жизни и не нужны никакие уже новые отношения. Просто живи для себя, для ребенка и будь счастлива. Но часть меня все-таки хотела, чтобы рядом было надежное, крепкое, сильное мужское плечо, на которое непростые жизненные моменты можно было бы опереться, и хотелось поддержки. Сегодня я хочу рассказать, собственно говоря, эту новую главу своей жизни. В какой-то момент я зарегистрировалась на сайте знакомств. Это было в 2021 году. И скажу честно, регистрировалась я там без каких-либо особых ожиданий, потому что, вы сами понимаете, что люди, большинство людей, мне кажется, на сайтах знакомств приходят туда с определенными целями, и они носят характер не
долгосрочный, найти и построить какие-то серьезные крепкие отношения. В поисках, мне кажется, люди, большинство приходят туда для каких-то кратковременных встреч, развлечений. Это не только мужчины, но, конечно же, и женщины приходят туда с такими целями. И особых ожиданий, собственно говоря, у меня от этого сайта знакомств не было. Но, думаю, попробую, зарегистрируюсь, а вдруг мне удастся найти там свое женское счастье. Были переписки, были встречи, но ни одна из них не закончилась вторым свиданием. И иногда уже даже на первом свидании просто хотелось встать и уйти с него, и не тратить ни свое время, ни время этого человека, который пришел на это свидание. И вот однажды в один из вечеров я в очередной раз зашла на этот сайт и начала листать анкеты. И одна фотография меня очень сильно привлекла и заинтересовала. На этой фотографии сидел мужчина и смотрел на горы. Я люблю очень горы, и во мне они вызывают очень приятные и какие-то волнительные чувства. И, наверное, фон, на котором сидел этот мужчина и любовался этим прекрасным видом, привлек внимание к этой анкете. Затем я полистала другие фотографии, и что-то в этом мужчине зацепило. Я поставила лайк. Этот человек был не в сети, и я не стала продолжать дальше сидеть там и листать, и просто вышла из этого приложения. Через несколько дней я вернулась в это приложение, зашла посмотреть, что там происходит, и увидела сообщение от этого мужчины. Мы довольно-таки быстро созвонились, долго в этом приложении не переписывались. И во время первого нашего разговора, знаете, это был один из тех моментов, после которого остается приятное ощущение. Разговор был без какой-то там вульгарности, которая присуща многим мужчинам на сайте знакомств во время переписки, либо первых встреч. Со стороны этого человека я этого совершенно не ощутила. Не было какого-то давления, было очень легко и комфортно. Было просто, спокойно и как-то по-настоящему. В конце разговора этот мужчина предложил мне встретиться с ним. Но на какой-то определенный день мы в тот день не договорились. Договорились о том, что позже еще созвонимся и выберем день, когда будет нам обоим удобно. Через пару дней мы созвонились, были майские праздники, у меня были выходные на работе. Я со своей дочкой планировала поехать в торговый центр, там есть такой батутный центр, и мы собирались с ней туда поехать, провести там день, попрыгать, повеселиться, отдохнуть. И, собственно говоря, в этот день мой новый знакомый позвонил, спросил, чем мы занимаемся. Я сказала о наших планах. И с его стороны услышала очень неожиданный для себя вопрос. А можно ли ему, собственно говоря, к нам присоединиться на это время и поехать с нами в этот батутный центр? И знаете, я сначала подумала, что это шутка. Ну, правда, сами подумайте, первое свидание и сразу же ребенок на этом свидании. Но, несмотря, скажем так, на такую некую абсурдность всей этой ситуации, я написала свой адрес, где я живу. И когда мы с моей дочкой уже выходили из дома, мы вышли из подъезда, из угла на нас вышел высокий, симпатичный мужчина в пальто, весь такой. Когда я его увидела, я
была все равно немножко удивлена, потому что были сомнения, что он передумает и не приедет на эту встречу. Но он приехал. И, конечно же, в этот момент было очень неловко, так как рядом находилась дочь. И это, скажем так, первое свидание с мужчиной. Такое в моей жизни было впервые. Мы поздоровались и поехали в батутный центр. В батутном центре мы провели несколько часов. Общались, смеялись, атмосфера была довольно-таки легкая. А потом, после этого, он проводил нас домой. И после того, как мы зашли домой, у меня было странное ощущение, я не понимала, как бы я ему понравилась, не понравилась, и будет ли вообще, собственно говоря, вторая встреча. Но вторая встреча была. И так началось наше общение. Я узнала о нем, что он до 10 лет жил в Москве, затем переехал в Германию со своей мамой. И таким образом его жизнь разделилась, скажем так, на две страны, на Россию и на Германию. Конечно же, большую часть своей жизни он прожил в Германии и в Россию прилетал на короткие промежутки времени. В процессе нашего общения я, конечно же, понимала, что рано или поздно наступит тот момент, когда ему снова придется возвращаться в Германию. И, конечно же, были мысли, что, возможно, это все мимолетно, и придавать этому особого значения не стоит. И надеяться на что-то тоже не стоит. Но с каждой встречей я все больше и больше привязывалась к этому человеку. И когда его виза закончилась, мы прощались. И я не понимала, будет ли еще одна встреча между нами когда-нибудь. Но в глубине души надеялась, что это обязательно случится. Затем был очередной его приезд. Мы все время, которое он был в Москве, большую часть этого времени проводили вместе. И каждый раз это время, оно проносилось очень быстро. Это было либо 2 недели, либо месяц. Пролетали они как один день. И каждый раз, когда ему приходилось уезжать, было тяжело отпускать, прощаться с ним. И каждый раз, когда он уезжал, наше общение, оно продолжалось, но в виде переписки в WhatsApp или частых созвонов по видеосвязи. И так, собственно говоря, прошло несколько лет в таком режиме общения. И однажды, когда должен был случиться его очередной приезд, это тоже были майские праздники, у нас было запланировано мероприятие на эти даты, мы очень ждали его, но его приезд сорвался, и возможности приехать в ближайшие полгода у него не было. И в целом эти полгода мы, конечно же, продолжили наше общение, как и раньше, по СМС, переписке, звонкам. Но у нас обоих не было четкого понимания, когда, собственно говоря, мы снова сможем с ним увидеться. И когда в какой-то момент мы уже немножко отчаялись, наверное, и не понимали, что нас в дальнейшем ожидает, он предложил нам встретиться в Грузии. И я с огромным удовольствием согласилась приехать туда, потому что очень хотелось увидеть его снова в реальной жизни, обнять, поцеловать, почувствовать тепло его объятий. И просто хотелось, чтобы он снова был рядом.
Но когда я приняла это приглашение, я тогда еще не понимала и не знала, насколько судьбоносной окажется эта поездка в Грузию для нас обоих. Но об этом я расскажу уже в следующем видео. А сейчас хочу сказать спасибо вам всем, кто продолжает оставаться со мной на этом канале, поддерживать, ставить лайки, писать комментарии. И, конечно же, приветствую всех новых подписчиков, кто только пришел на этот канал. И спасибо вам всем огромное, что вы остаетесь со мной на моем канале «Тихая жизнь иммигрантки». До скорых встреч! Пока-пока!